Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня хочу вам рассказать о заключении брака в Турции. Досмотрите видео до конца. В конце видео я вам дам полный список документов для того, чтобы заключить брак на территории Турции с турецким гражданином. Первый пункт – это очень важный и очень главный документ. У вас должна быть справка на руках о сдаче крови на такие заболевания, как сифилис, гепатит Б, гепатит С и, конечно же, СПИД. Все говорят по-разному, кто где сдавал и бешеные деньги отваливал. Лично в моем случае муж меня, тогда жених, мы кровь сдавали в местной поликлинике, там, где зарегистрирован мой муж по месту жительства. Семейный врач отправляет эту кровь в центр, туда, в Измир, в большую уже больницу. И через несколько дней нам пришел ответ, нам пришла эта справка. И у нас не было с этим никаких проблем, слава богу. Без справки крови вас ни один ЗАГС не распишет. Вас будут настоятельно просить предоставить этот документ. Делается это для того, чтобы оба супруга были осведомлены о том, какие имеются заболевания у твоей второй половинки, для того, чтобы предотвратить частые случаи разводов. И, конечно же, чтобы это не отразилось на будущем ребенке, либо уже знать, к чему быть готовым. Ну, как по моему мнению, я считаю, что это очень даже правильный закон. Если из этого списка у вас есть какое-то заболевание, это не значит, что вас здесь никто не распишет. Нет, конечно же, вас распишут, но просто ваш супруг будет об этом знать. Брак будут заключать только по обоюдному согласию. Второй пункт, тоже немаловажный, это рентген легких на наличие болезни туберкулеза. Я не делала этот рентген здесь, в Турции, у меня уже был он с собой. Чуть позже я вам объясню, почему. И, конечно же, список документов, о котором я вам тоже расскажу немножечко позже. Еще есть здесь такое понятие брака, заключение брака, называется он никях. Но если вы христианка, а ваш муж мусульманин, вы никях пройти с ним не можете. Только если вы примете ислам. И со мной, например, такой номер прошел. Я не знала эту процедуру, я была молоденькая совсем. У меня первый муж тоже мусульманин. Мы проходили этот никях, но я не знала о том, что я принимаю мусульманство. Меня просто посадили, его тоже посадили, на меня накинули вот так платок. Напротив сидел этот священник, имам, и он мне говорит: давай повторяй за мной. Ну, я думаю, ладно. И я повторяю за ним, а оказывается, повторение вот этих слов говорит о том, что я отказываюсь от той веры, которая у меня есть, и принимаю мусульманство. Но бывший муж первый меня немножко вот так обманул, но я потом пошла к священнику, к нашему уже христианскому, и спросила, говорю, я попала вот в такую ситуацию, но это уже намного позже, когда уже немножко мозги пришли в себя. Подросла, поумнела, пошла к нашему священнику, говорю, меня вот так вот надурили, обманули, говорю, обманным путем меня в никях потащили. А он сказал, это не считается, это было неосознанно, вы не знали, что вы принимаете, вы просто автоматом повторили то, что вы не знаете, то, что вы не понимаете, это, говорит, не считается. Будьте, говорит, спокойны, пройдите прочищение, и все будет у вас в порядке. Это как у нас у русских венчание. Здесь тоже дается в мечети такая бумажка, что такой-то и такая-то обвенчались, и все в этом роде. То, что я сейчас скажу, это лично мое мнение. Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, никого обидеть, ни в коем случае не хочу унизить ничью веру. Чисто то, что я думаю, как психолог. На нынешнее время это стало очень модным проходить никях в мусульманских странах, не только в Турции. Сейчас объясню, почему применила слово «модно» для молодых девочек, для молодых девчонок, которые только-только встали на путь своей жизни, которые не особо еще
в жизни разбираются, и молодые или немолодые мужчины берут таких девушек, все, ты моя жена, мы сейчас прошли никях и все. Но на государственной основе официально брака не заключают, проходят через никях и потом живут. Потом несерьезные, нехорошие мужчины, я их называю, которые к мусульманским мужчинам не имеют никакого отношения. Они вот так вот задуривают молодым девочкам головы, а девчонки сбегают, проходят никях, и они считают, что она его жена, и что все в порядке, и мы будем счастливо жить, и все такое. Ну, конечно, заканчиваются в основном такие случаи печально. Нормальные люди, нормальные мусульмане, конечно, заключают брак официальный на государственной основе, а потом проходят никях. Вернусь я ко второму пункту. Почему я привезла с собой рентген? Я переболела туберкулезом легких, и мы тогда с мужем познакомились. Хочу сказать, если мужчина вас любит, если мужчина готов с вами быть, поверьте мне, его ничего не остановит. Почему я это говорю? Потому что, когда мы познакомились со своим вторым мужем, с турком, я проходила лечение, я еще тогда не закончила. Он знал о том, что я болею, но его это не смутило, его абсолютно это никак не тронуло. Он продолжал со мной общаться. И в оконцовке я закончила лечение, и тогда уже я смогла вылететь, и я полетела в Белоруссию, там конечное обследование мы уже проходили, там мы встретились с мужем, и приехали в Турцию и заключили брак. Поэтому, девчульки, если мужчина серьезно настроен, если вы ему нужны, то для мужчины нет никакой преграды, и турок, если решил на вас жениться, он, поверьте мне, будет руками, ногами за вас держаться, и чуть ли не на второй день он вам предложит выйти за него замуж. Это вполне серьезно, для турка это абсолютно нормально. Если он хорошо к вам серьезно настроен, он именно так будет себя вести. И, конечно же, третий пункт – это список документов. Вы должны со своей стороны привести о том, что вы были не замужем. Эта справка выдается сроком на 3 месяца. Берется она в ЗАГСе. Так, вторая справка – это о рождении ваше, без разницы оно, СССРовское или нынешнее. У меня, например, тоже СССРовское было, и я сделала апостиль там у себя на родине, проапостилизировала, все печати собрала. Делается она не на оригинал, а на копию. Потом копию вы это сдаете, оригинал остается у вас на руках. Вот вы уже были когда-то замужем, то о расторжении брака. Тоже берете копию, ставите все печати и апостиль, и с этим пакетом документов вы приезжаете сюда. Неважно, у вас безвизовая страна или нет, за это на протяжении 20 дней галопом по Европе вы должны обязательно все это сделать. Сначала пойти в ЗАГС, взять точный список документов вам дадут, быстренько побежать сдать кровь. Кровь тоже несколько дней делается. Потом со всем этим пакетом вы идете в ЗАГС, и ЗАГС вам назначает дату. Дату выбрать вы не можете, потому что там есть очередь, и просто просите на ближайшее время. Я приехала в феврале, в начале февраля, и в конце февраля мы уже зарегистрировали брак. Если вам была полезна эта информация, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте пальчик вверх. И для поддержки моего канала не забудьте оставить комментарий.